Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Я сейчас решила приготовить деруны. Ну, еще их называют кремзлоки по-разному. Но сначала я возьму из такой луковицы вот и кусочек такого копченого мяса. Сделаю такую, как, я не знаю, как это называлось. Я помню, была в гостях у родных моего мужа. И там его сестра готовила, называла кремзлоки. Или это просто деруны называется у них так, или это называется это блюдо, которое готовится вместе с дерунами. Ну, короче, я мелко нарезаю луковицу. Вот такую огромную луковицу я разрежу вот на 3 части. А затем порежу кусочками, вот такими пластиночками, мясо. Мясо копченое, оно уже готовое почти, но все равно. Вот так еще разрежу. И буду готовить в сковороде. Отдельно вы видите, у меня 2 луковицы лежит. Это для дерунов. Ну и там я взяла 2 сорта картофеля. Ну, там вы видите растительное масло, сливку, перчик, соль, лаврушечка. Я уже разогрела сковородку. Теперь наливаю сюда растительного масла. И выложу луковицу, которую я нарезала. Луковица большая. Я лук люблю, поэтому ложу много. Перемешаю для того, чтобы соединился лук с маслом. Кто-то может скажет, что слишком крупно лук нарезала, но это я делала специально. Также вот я уже нарезала мясо. А сейчас я буду подготавливать картофель и лук. Лук и картофель нужно натереть на мелкой терке. Периодически лук нужно помешивать, для того, чтобы он не пригорел. Хотя я поставила на маленький огонек, но все же нужно помешивать. Лук у меня уже немножечко обмяк, и еще немножечко его вместе с мяском подзолочу. Выкладываю мясо и все хорошо смешаю. Добавляю огонечка и слегка подзолочу. Так как я сегодня буду еще готовить деруны, я сейчас это перекладу вернее, кастрюльку такую толстостенную. И буду поджаривать в ней. Ну и готовить дальше соус к мясу. Сейчас в мясо я добавляю кипятка. Пускай она приготавливается. Накрою крышечкой. Сейчас я буду натирать картофель. А луковицу я в блендере взбивала. Я натираю сразу сюда в лук, потому что так картофель не потемнеет. И сразу перемешиваю. Так картофель не будет становиться темным. Ну вот картофель я натерла. Видите, как я и говорила, что картофель не темнеет, когда его все время смешивать с луком. Теперь я хорошо его все смешаю и оставлю для того, чтобы немножечко отошел сок лишний. Лишняя влага, вода. Чтобы деруны наши держались и не рассыпались. А тем временем я заправлю наше мясо. Добавлю капельку соли. Добавляю лаврушку. Немножко подперчу. И хорошо перемешаю. А сейчас еще попробую на вкус. И потом добавлю, может быть, еще специи. И также добавлю сливочку. Для того, чтобы было вкуснее. На соль хорошо. Добавляю сливки. Миллилитров 100. И поставлю на маленький-маленький огонечек, для того, чтобы томилось именно так. Наверное, я еще чуть-чуть добавлю. Так будет больше подливы. 150 миллилитров в общей сложности вышло. Накрываю крышкой и ставлю на маленький-маленький огонечек. Пускай потихонечку томится. Как видите, здесь немножечко такой лишней влаги. Я сейчас вот так вот чуть-чуть слегка его придавлю и чуть-чуть солью через сито, для того, чтобы не удалить все лишнее. Вот видите, сколько я отцедила сока. Теперь я добавляю сюда яйцо.
Поперчу немножечко. И подсолю. И все хорошо перемешаю. И каждый раз, когда я буду выкладывать на сковородку очередную порцию дерунов, перед тем, как его взять, нужно хорошо перемешивать снова, чтобы не оседал крахмал, чтобы не рассыпались деруны. Ну вот я поставила сковородку разогревать, налила уже туда растительного масла. Оно уже разогрелось. И теперь ложечкой буду аккуратненько перекладывать деруны на сковородку и поджаривать. Как видите, когда натираешь на такой терке, хотя она и мелкая, со стороны от дерунов отделяются вот такие вот хлопья. Поэтому мне это не очень нравится. Следующую партию я буду делать по-другому. Возьму, наверное, оставшийся фарш, то есть массу для дерунов, пропущу через блендер миксера и потом буду жарить уже, чтобы была однородная масса. Ну а пока поджариваю я на среднем огоньке, сильно толсто не выкладываю, для того, чтобы не подгорали деруны, а прожарились в середине все равномерно. Вы видите, на столе я уже подготовила тарелку и выложила 2 бумажных полотенца для того, чтобы потом переложить туда деруны, чтобы удалить излишние остатки масла. Итак, вот я переворачиваю деруны на другую сторону, и как видите, они не очень хорошие. Немножко все-таки они рассыпаются, что очень неудобно. А это я уже взяла, перебила полностью остаток смеси для дерунов, перебила в блендере и теперь выложила снова на сковородочку. Вы видите, что отличие очень большое. Хлопья не так отделяются. Но сейчас будем видеть, когда будем переворачивать, как получится, удобно переворачивать или неудобно. Деруны к сковородке не пристают. Очень удобно переворачивать с помощью лопатки одной и второй. Так они не разламываются. Да, еще хочу сказать. Сюда я все-таки добавила немножко крахмала, 1,5 ложки столовых. Ну, как бы, наверное, картофель не слишком крахмалистый. А для того, чтобы не ложить туда муку, я добавила крахмал. Переворачиваю на другую сторону все деруны. И буду обжаривать до золотистой корочки с обеих сторон, до полной готовности. Я уже обжарила деруны, а теперь буду снимать на тарелку и выкладывать на бумажное полотенце, чтобы деруны не были такие жирные. Затем снова буду выкладывать оставшуюся смесь и прожарю дальше до конца. Как я уже говорила, перед тем, как выкладывать на сковородку, нужно обязательно в емкости все перемешать, для того, чтобы равномерно распределился весь крахмал. Так деруны не будут ломаться. Ну вот все деруны почти готовы. Я перекладываю их на тарелочку, и когда из них удалится весь излишний жир, я буду подавать к столу. Там у меня справа уже стоит кастрюлька с подливой. Признаюсь честно, не буду скрывать, немножко подлива не удалась. Я немного поторопилась, так как хотела, чтобы мясо было немножко более такое мягкое, и налила туда воды. Также хотелось, чтобы было еще побольше подливы. Когда вода не испарилась, добавляла туда просто сливку. А нужно было взять и поджарить муку, а затем соединить со сливкой и уже вместе потом хорошо размешать, чтобы была однородная масса, и все вливать в мясо. Ну а потом уже немножечко протушить. Но как получилось, так и получилось. Немножко, как вы видите, сливка расслоилась. Сливку я брала 15%. На вкус она хорошая, но как бы внешний вид желает лучшего. Вот такие вот получились деруны. Они получились очень мягкие, в отличие от того, когда добавляем мы в деруны муку. Когда они с мукой, они более резиновые. Оставляйте, может быть, у вас есть какие-то секреты приготовления дерунов или подливы. Смотрите другие видео на моем канале. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, пожелания. До новых встреч. Всем пока.